Друзья, всем привет! Вы на канале Велисмастер, и сегодня вместе сделаем обложку для автодокументов. Я купил в канцелярском магазине вот такую обложку. Она послужит нам в качестве заготовки. Сейчас вырежем середину и дальше продолжим вырезать заготовки для обложки в целом, которые мы будем сшивать. Все, оставляем эту серединку, которая нам понадобится еще в дальнейшем. Теперь вырезаем заготовки. Первая основная заготовка нам нужна размера 13 сантиметров на 20 сантиметров. Это будет в целом сама обложка, к которой мы будем уже все остальное пришивать. Следующие две заготовки будем вырезать размером 13 на 9 сантиметров. Да, вырежем такого размера. Они будут служить основой для карманов под карточки. Следующие две заготовки будут размера 13 на 5. Их тоже две штуки. Ремешок, который будет закрывать обложку на паспорт, я сделаю из оставшегося кусочка кожи. Возьму линейку и просто по ширине линейки вырежу полоску из кожи. Следующее, что мы будем делать, это наносить клише на лицевую сторону обложки. Для этого я увлажню сейчас место, где будет клише. Чтобы оно пропиталось, стало более влажной и мягкой, этот участок. И пока включу утюг, на котором буду нагревать клише. Кожа уже впитала ту жидкость, в которой я обработал специально для кожи. Я сделал из двух слоев кожи такой же толщины подкладку, чтобы у нас лучше отпечаталось. Кладем на край стола, берем наше нагретое клише, и зажимаем его струбциной. Пока клише у нас находится под своеобразным прессом, мы подготовим следующие заготовки. Для этого я беру монетку, обычную монетку, и подкладываю на углы, чтобы их закруглить. И делаем это на всех заготовках, чтобы углы у нас не топорщились.
Все заготовки, углы я обрезал, сделал их закругленными, чтобы они не топорщились. А вы пока проверьте подписку на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Проверьте, чтобы стоял лайк под видеороликом. А я сейчас обычной наждачной бумагой буду проходить все урезы по периметру заготовок, для того, чтобы они также не топорщились со временем. И небольшая поправочка. Вручную нам обрабатывать полностью периметр не надо. Нужно только с одной стороны. Это та сторона, которая будет прилегать к середине нашей обложки для автодокументов. И то же самое на мелких заготовках. Тоже с одной стороны. Это то место, куда мы нашей дрелью с диском полировочным мы куда не сможем добраться. Поэтому обрабатываем также с одной стороны и по закруглению. А ленточка, которая будет закрывать, ее нужно обработать со всех сторон. А теперь достаем нашу заготовку из-под пресса. Вот так отпечаталось клише достаточно хорошо. В принципе, этого нам достаточно. Дальнейшие наши действия — это наметить середину каждой заготовки. Здесь мы намечаем до середины, чтобы она у нас не вылезла за заготовку, которая будет выше находиться. Пробиваем пробойником обе заготовки и сшиваем их между собой. После того, как наметили середину, мы с обратной стороны наносим клей по периметру, который будет по краям, и середину. И приклеиваем их к основной заготовке. После этого работаем пробойником. Я после того, как наношу клей, зажимаю их также канцелярскими струбцинами между собой. Клей хороший, быстро сохнет, хорошо склеивает, поэтому долго ждать не придется. То же самое делаем со следующей заготовкой. Ну и теперь, как я говорил, когда она приклеилась, мы пробиваем посередине пробойником вот таким и сшиваем эти части. Вот я пробил отверстие, то место, где будет шов в дальнейшем. Дальше берем две иглы, отмеряем длину, это примерно 2 расстояния, и запас сантиметров 15. Отрезаем 2 таких кусочка, потому что нам сшить нужно 2 заготовки. Вдеваем нить в иглу. С одной стороны и то же самое с другой. Как вдевать нить в иголку, об этом есть у меня отдельный видеоролик на моем канале. Все, нить у нас готова. Берем заготовку, зажимаем ее в наш шорный пони и прошиваем. Все те же самые действия повторяем
со второй заготовкой. Сейчас нам нужно наружную основную заготовку сложить пополам и молоточком простучать середину, чтобы определиться, куда мы будем вшивать внутри уже то, что мы приготовили с самого начала. Сами вкладыши для автодокументов. После того, как мы наметили середину, вставляем вкладыши внутрь, как бы они были, когда мы сошьем, как они будут, когда мы сошьем вместе это все. И намечаем длину ремешка, который будет закрывать на кнопку нашу обложку для автодокументов приблизительно. И приклеиваем ремешок на том расстоянии, на котором мы наметили, посередине. Здесь по центру я для большей прочности и надежности, хотя она и проклеена, и будет еще и прошита, но чтобы она не оттопырилась со временем и не отошел клей, я установлю еще холнитен. Дальше я с помощью скальпеля также закругляю все углы на заготовке и склеиваю их между собой. Еще один момент важный, чтобы не забыть: до того, как мы приклеим вторую часть на противоположную сторону, нам нужно будет установить кнопку, для того, чтобы потом, когда мы заклеим, мы не сможем подлезть под низ, либо это будет очень затруднительно сделать, поэтому лучше это сделать сразу. После того, как заготовки склеены, я с помощью инструмента кромкореза или торцбил, по-другому называется, намечаю место, где будет линия шва для сшивания, прохожу пробойником по периметру и сшиваю оставшиеся заготовки. После того, как я всю заготовку по всему периметру пробойником наметил, где будет у нас будущий шов, я сшиваю все наши заготовки. И после этого у нас останется только середина. После того, как я прошил всю заготовку по всему периметру полностью, я пока середину вшивать не буду, чтобы она не повредилась, а хочу первым делом
обработать урезы с помощью дрели и диска, на который приклеена наждачная бумага. И после того, как я обработаю уже все урезы, выровняю их, тогда уже покрашу и приступим к сшиванию середины. На этом будет работа закончена. После того, как я обложку обработал кремом, и он еще в принципе впитывается, я буду приклеивать и пришивать середину заготовки. Для этого найдем центр, промажем его клеем и приклеим сюда наши вкладыши для водительских документов. Ну вот и все, друзья, на этом работа закончена. Обложка для автодокументов готова. Ее нужно теперь, как и обувь новую, обнашивать, чтобы она приняла форму, ту, которую должна принять в итоге. Еще раз проверьте подписочку на канал, чтобы она у вас была, если вам понравилась работа, понравилось, как я показываю. Ставьте лайк и пишите комментарий под этим видео. Всем удачи и всем пока.